Друзья, я сейчас нахожусь на рынке Huaqiangbei, на крыше одного из зданий, и мы сейчас пойдем в офис к Артему Жданову, и мы пытаемся разобраться, почему в Китае на рынке Huaqiangbei в подобных мейкер-плейсах намного лучше, чем в Кремниевой долине. Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали к сооснователю компании YouChina, а также главному редактору самого популярного интернет-издания ЭКД, к Артему Жданову. Тём, привет! И самого популярного Китая, пока не обо всем на свете. Да. А также директор по маркетингу акселератора Tildance с недавних пор и основатель Laowai.me, этого прекрасного бренда, который на Артеме футболка, да. 我叫 R 小木，来自俄罗斯。我来中国6年了，是一名淘宝店主。中国是一个很有魅力的国家，我想用最硬最潮的方式展现中国文化，分享中国快乐。我是海玉桥出体馆，请记得给我5星好评。 У нас поломался микрофон. Мы находимся на рынке Huaqiangbei. Это самый большой рынок электроники в мире, ты это прекрасно знаешь. Но все его знают как только купить там телефоны, какие-то пауэрбэнки, копии наушников, там AirPods. Но на самом деле, если мы обратим внимание, здесь уже более какие-то мелкие детали, различные чипы, контроллеры, проводки. И из этого как раз здесь стартапы приезжают и делают свои прототипы. Мы находимся прям на крыше этого здания. На самом деле там в Makerspace наша акселерационная программа проходит. Стартапы могут в любой момент сюда спуститься, взять, что им нужно купить, и подняться назад, и сидеть в лаборатории, дальше паять, пилить свои прототипы. И если ты будешь в России, в Америке, да где угодно в мире, тебе нужно, все равно все из Китая идет. Тебе нужно ждать там 2 недели, чтобы получить эту штучку маленькую и понять, что она тебе не подходит. А потом опять 2 недели ждать. Поэтому скорость прототипирования в Китае, естественно, в десятки, если не в сотни раз быстрее. Я в прошлый раз помню, когда мы с тобой встречались, когда у вас еще здесь офиса не было, ты мне рассказывал о том, что Силиконовая долина в Америке, когда узнает, насколько быстро здесь можно получать эти все мелочи, все начинают просто офигевать от того, что насколько в Китае все быстро, просто. Не только Силиконовая долина, в принципе, вообще любые стартапы или там проекты, которые делают хардвер, они, то есть электроника, девайсы, все, что можно подтрогать, IoT-проекты, они приезжают сюда. Я сам просто не инженер, да, и не технарь, но если возьмете пару стартапов сюда и увидите просто их глаза, поймете, что для них это рай. Это они там, я это ждал там 2 недели с Алиэкспресса, а эту штуку я вообще не могу найти. А потом, если даже здесь нету, это по сути все шоурумы и представители фабрик или там торговой компании, ты тут же у него говоришь, если нету, а когда можно сделать? Он говорит, завтра придет тебе к Шунфеном курьером. Он говорит, да ну нафиг. Чтобы понимали, здесь таких зданий, в котором мы находимся, да, в торговом центре, 5 этажей, весь забит электроникой, здесь их 40. 40. То есть так это все выглядит. Раньше здесь был полный хаос. Сейчас, если выйдем на улицу, пешеходная, красивая улочка, много ресторанов, больших торговых центров уже с всякими Шанелями. Поэтому здесь облагородилось все, идет в сторону прогресса, уже не напоминает это ужасный, хаотичный. Нельзя, говорит. Если у него спросить, где написано, что нельзя, он скажет, нигде не написано, что можно, поэтому нельзя. Это самый главный китайский ответ.
мы находимся на рынке Huaqiangbei. Это место называется Troublemaker и также известно как Huaqian International Maker Center. Что такое Maker Center и вообще Maker Space? Это коворкинг, все знают, что такое коворкинг, но для гиков, так скажем. Для тех, кто что-то делает руками, я вот тут пошутил, что кулибины, наши кулибины, не только наши здесь, со всего мира приезжают и мастерят, делают свои прототипы в надежде, что их стартап станет следующим единорогом с капитализацией $1 миллиард. А вот здесь переговорки, но сейчас там какое-то большое совещание, они их объединили и сидят, заседают, да. Вот, собственно, воркшоп написано также, по сути, лаборатория. Видите, здесь есть различные станки, паяльники, приспособления для измерения там, напряжения. То есть человек взял, допустим, что-то внизу купил, поднялся, сел сюда дальше паяет, делает, тут же проверил, тут же спросил совета у своего товарища. Если ты на селекционной программе спросил нас совета, мы нашли эксперта. У нас в числе наших экспертов люди, которые там делали Яндекс.Телефон, например. И, то есть они приходят сюда и консультируют наши стартапы, как ускорить, что сделать, где найти фабрику. А что это за девочки здесь? Ну, здесь многие разные проекты сидят. Ты можешь, то есть, собственно, офис снять и все. Тебе не обязательно все с железом делать здесь. Так как здесь цена не самая дешевая, ты как бы платишь уже не просто за место, но платишь за комьюнити и за то, что ты здесь находишься вот в этом комьюнити. Вот, кстати, Хэнк, это директор Troublemaker. Именно. То есть, да, ты здесь собираешь прототип, тестируешь, и потом едешь на фабрике быстрого прототипирования, делаешь прототип. Если все хорошо, ты делаешь там первую партию 100-200 штук и поехали. Для MVP самое то, скорости просто невероятные. А что это вообще за... Это для боулинга подача просто. Я не знаю, почему он здесь стоит. Здесь много странных вещей. Тём, расскажи, пожалуйста, о себе, вот как ты приехал вот, в Китай, как ты вообще сюда попал, и вот с самого начала, да, вот какие преодоления, возможно, у тебя были, и как ты вот пришел к тому, вот, что есть сейчас? Я из Сибири, с Алтайского края, маленький городок Бийск. В Москву лететь 4 часа и в Пекин 4 часа. И если бы я выучил английский или там, французский, этим никого не удивишь. Тогда я о Китае ничего не знал. Просто я понимал, что новости идут, и растет экономика, и никто ни черта не понимает о Китае. Я думаю, ну если я что-то узнаю о Китае и выучу китайский язык, по-любому я не останусь без работы. Вот что главное было. Я найду работу с китайским языком по-любому. 11 лет назад в Чанчунь на север я поехал на 3 месяца на летние курсы. Я тогда сильно хотел посмотреть Китай. Мне дали там родители на обучение, но не давали там на путешествия. Я вот поехал там в Далянь, Тиньцзинь, Пекин, спал в Макдональдсах, там где-то на площади на какой-то спал. Но не было денег, как бы, студента у меня. Сам, да. И где-то там полуавтостопом ездил. На следующий год проделал дорогу из Алтая, Казахстан 12 часов, из Казахстана 24 часа до Урумчи. На автобусе я опять оказался в Китае. Спустя год и месяц тоже ездил, путешествовал, там, Сиань, Шанхай, все смотрел. Но это было супер бюджетно. Притом тогда смартфонов не было. А позвонить домой я тоже не мог нормально. Такая IP-карта была, час на весь месяц. Маме отзвонится, говорит, у меня все в порядке, и все. И я с бумажным словарем, потому что в первый день меня украли мой электронные словарики, такие были раньше, помнишь? Короче, электронный словарик. А в первый день в Урумчи украли карманники. И я такой, оба-на. И вот с бумажным, да, с бумажным этим словариком, благо там китаец друг был, который русский учил, он мне дал бумажный словарик. Представляете, что такое бумажный словарик? Даже кто китайский учит сейчас, они даже не знают, как им пользоваться, потому что, ладно, ты знаешь, как прочитать иероглиф, а если ты не знаешь, ты видишь картинку, и вот у тебя огромный словарь, и найди в нем этот иероглиф, который... Ну, там есть алгоритмы, но, в общем, забавно было. Самые дешевые поезда, стоя 14 часов, как метро. И, ну, то есть я прочувствовал и понял, что, в принципе, я вижу потенциал в этой стране, здесь можно зарабатывать, здесь интересно. То есть я всем говорю, кто только начинает или бизнес вести с Китаем, или там собирается учить китайский язык, или детей отправлять, по-любому съездите сначала там, на 2-3 месяца, поживите, поймите, то есть Китай это или ваше, или не ваше.
Друзья, мы сейчас находимся на фабрике, где производится продукция не только для торговой марки UFT, но также для таких компаний, как Samsung, Xiaomi, Huawei и многих других. Я сейчас приехал посмотреть на продукцию, которую они произвели. Это самая последняя разработка в селфи-палках. Она самая крутая, которая вообще в принципе существует в мире. Она реально очень классная. Во-первых, soft-touch покрытие, очень приятно держать в руках. Также ее можно разложить вот таким образом и фотографировать себя. Но преимущество именно этой селфи-палки заключается в том, что когда вы нажимаете на кнопку, включается подсветка, и, соответственно, когда вы находитесь в темном помещении, вы можете себя сфотографировать, и реально будет видно нормально ваше лицо, и вы можете нормально фотографироваться. Мы сделали линейку селфи-палок названий городов, таких как Токио, Киев, Нью-Йорк, Лапланд и многих других, для того, чтобы обозначить, какая именно вам селфи-палка подходит в той или иной стране. Например, в Японии лучше использовать эту селфи-палку. Есть селфи-палки для Европы, есть селфи-палки для более холодных условий, для более жестких условий. А мы, уже имея четкую экспертизу, распределили их по названиям городов. И на каждой селфи-палке вы можете прочитать, в какой стране лучше всего использовать эту селфи-палку. Например, если вы едете путешествовать в Европу, то лучше всего выбрать селфи-палку Париж. Если вы едете путешествовать в какую-то холодную страну, лучше всего Лапланд выбрать, потому что она приспособлена для того, чтобы там нормально работать на минус 20 температуре. У селфи-палки Лапланд более жесткие крепления, и таким образом даже на сильном морозе она будет работать безотказно. Неважно, где вы находитесь, в какой стране вы живете, селфи-палки UFT — это лучшее решение для ваших путешествий. И мы сделали все для того, чтобы в путешествиях вы получали максимальное удовольствие, и в самый неудобный момент для вас, чтобы селфи-палки всегда работали идеально. Я не прогадал, я понял, и после 4-го курса, как получил диплом, приехал сюда, забрал диплом, заранее устроился на работу, по скайпу прошел собеседование, работал на фабрике в Дунгуане, кожевенная фабрика. Я был помощником директора по продажам и маркетингу, там весь топ был русский, потому что наполовину фабрика была русская. И, то есть, во-первых, на самой фабрике было 150 человек китайцев, как бы ты помогал управлять, потому что топы не говорили на китайском. Плюс там клиенты, у нас были Converse, New Balance такие, ты ездишь по фабрикам, вот такая фабричная жизнь изнутри я прочувствовал, но пробыл там буквально месяца 4 и уехал в Гуанчжоу, потому что, из Дунгуаня я взял максимум, хотя жил нормально, там есть районы очень приличные, а тебя возит каждый месяц водитель час езды до фабрики. И, то есть все это взял, что можно, научился, поехал в Гуанчжоу, устроился в логистическую компанию российскую, отвечал там уже за медиа-маркетинг, потому что к тому моменту у меня уже был паблик, это Китай-детка, который перерос, собственно, потом в веб-сайт КД, который сейчас самый популярный на русском языке. Поработал там еще полгода и понял, что я не хочу ни на кого больше никогда работать. Если я когда-либо вернусь в офис, я дал себе слово, это было 6 лет назад, то я или приду в свой офис, или приду там в какую-нибудь очень крутую компанию. Alibaba до сих пор меня хантит. Xiaomi, JD, C-Trip, вот это все. Но я как бы отказываюсь, потому что в итоге я одно время был фрилансером до 2014 года, все было классно, да, отправляешь контейнер с чем-либо, и $5000 тебе падает, комиссия от клиента, там, от логистической компании, и ты поехал отдыхать в Гонконг, Бангкок и все. Но потом пришел кризис, на самом деле это, опять же, кто-то видит в кризисе возможности. И было тяжело, клиенты отпали. Я звонишь одному, тот говорит, я банкрот. Звонишь другому, там, мне только 100 килограмм через, там, раньше он контейнер заказывал. Думаешь, ё-моё. И вот мы объединились с Никитой, сейчас с одним партнером, он сейчас уехал в Америку. Но вот сейчас мы с Никитой по-прежнему сделали компанию U-China. Это был такой некий инкубатор. Мы на меняющемся рынке думали, что делать. Пробовали завозить сюда импорт. Естественно, когда цены упали, все начали что-то привозить. Детское питание, фрутоняня здесь продавали, еще чем-то занимались, пробовали себя и поняли, что все равно мы профессиональны в том, что производить здесь товар. Мы не логистическая компания. Есть Шэньчжэнь под боком. Мы такие, хардвер. При том, что у нас много клиентов было по электронике, по комплектующим. Мы подумали,
это не уйдет, переезжаем в Шэньчжэнь, будем делать фокус на этом. Потому что здесь не только там купил-продай. Одно дело, ты пауэрбэнки под брендом готовые вклепаешь в ОЭМ. Другое дело, когда тебе приходят люди с абсолютно новым продуктом и не знают, как его сделать. У них есть какой-то прототип там на коленке сделанный, и вот надо это реализовать. Сейчас очень актуальная тема обучения бизнеса с Китаем. Да, вот как ты считаешь вообще товарка в целом? Потому что многие ребята сюда вот приезжают, я в последние годы наблюдаю, там многие приезжают и там на рынке покупают и отправляют каргошникам, на рынке покупают, каргошникам отправляют, да. И вот товарка настолько развита сейчас, вот настолько она вот сейчас набрала там оборотов, что всех манит Китай вот приехать и работать здесь, а также всех очень манит Китай и в Украине, и России заниматься товаркой из Китая. Как ты думаешь, что будет через 5 лет? Купи-продай, мне кажется, но все равно останется. Будут все равно товары, какие подешевле, трендовые, там, можно на этом делать бизнес. Другое дело, если вы реально предприниматель, бизнесмен, мне кажется, у вас должна быть более далеко идущая цель. Если вы хотите именно все-таки не строить бренд, а какую или там big story, то товарка, но тогда, мне кажется, обратите внимание реально на страны, вот Мити Файв их называют, волшебная пятерка: Малайзия, Индонезия, Таиланд, Индия и Вьетнам. То есть, получается, скоро на просторах Фейсбука мы можем увидеть обучение по бизнесу во Вьетнаме и так далее. Я бы советовал делать это. На самом деле это прибыльная ниша. Мне самому интересно. Вот сейчас футболки, они дорогие в Китае. Реально дорого делать здесь. Мы пока объемами не вывозим, но как только у нас будет побольше объем, там 5000 заказ, да, за одну партию, я точно буду смотреть варианты Вьетнам, Бангладеш. И кто мне поможет в этом, вот, может быть, тот, кто поедет и разведает, как там делать. Потому что для всех Азии это что-то одно, но на самом деле там свои есть законы ведения бизнеса. А про обучение говоря, то есть я тоже обучаю, там, я езжу, читаю лекции, там, в ГИМО недавно ездил, был на форуме этот «Синергии бизнес Китай», да, но я больше говорю, наверное, про новый Китай, современный, не только товарка. То есть главное, что, да, это понятно, что производить здесь классно, да, понятно, что рынок большой сбыта, но я больше про технологичный Китай говорю. Все шэньчжэньские компании патентуют вместе взятые больше, чем французские и британские вместе взятые. В одном Шэньчжэне, и это высококачественные патенты. Или там, что Alibaba и Tencent уже далеко ушли по многим показателям, чем там какой-нибудь Facebook и там другие, там Amazon. Поэтому это интересно, это наводит на новые мысли. И Китаю можно учиться уже. Китай не копирует, он создает. DJI компания, да, это ты был, наверное, да, будет выпуск. 50% в лишнем рынка дронов. Чисто китайская компания. Все у нее слизывают, все пытаются копировать. И лидер, вот чем не хороший пример. Тем, я правильно понял, что Шэньчжэнь сейчас это конкурент Кремниевой долины? Смотрите, если у вас IT-стартап, там, биомед или что-то из там образования, неважно, то есть что не потрогать руками, это все-таки Кремниевая долина до сих пор, там, Израиль, Лондон можно рассмотреть. Хотя Китай тоже большой рынок, и просто надо смотреть, подходит ли ваш стартап для китайцев, или, может, здесь уже подобное есть. Но если мы говорим о железе, то есть хардвер, электроника, это однозначно Шэньчжэнь, и здесь, альтернатив вообще нет у Шэньчжэня в мире. Тём, расскажи немножко о своем проекте Laowai.me. Какие самые популярные футболки, топ? У тебя не самая популярная, потому что она крутая, она мне очень нравится, но она для тех, кто, скажем, более глубоко находится уже в Китае и понимает, в чем прикол вот этого «пей больше горячей воды». Когда ты приезжаешь в 40-градусную жару, тебе здесь наливают в ресторане теплую воду китайцы, это, странно. Или когда ты живешь здесь, и доктор на любой, там, нога болит, голова, живот, пей больше горячей воды, и все поможет. То есть это на все ответ. Это вот «привет, спасибо, не понимаю». И с нее все началось, собственно, да. Привет, вот спасибо, не понимаю. Привет, спасибо, не понимаю. Да, с нашим брендом мы сами футболки шьем, это наше лекало, это не просто... собственно, почему люди у нас покупают, действительно, потому что качество и... принт — это не digital print, это все делается, это все фабрика. Вот, это первое.
То есть, получается, если я буду ходить в этой футболке, то каждый китаец будет понимать, что я нифига не понимаю. Ну да, и будет держать, фотать. Но вот это вообще очень много вызывает радости у всех. На кружке тоже написано, что у него на футболке «Пей больше горячей воды». Мы сделали в виде такой старинной прямоутзудунной, который, знаете, эмалированной кружки, но она из фарфора, потому что эмалированные они все-таки для здоровья не очень хорошие. И, как оказалось, никто из китайцев, китайцы тоже понимают этот прикол, это у них мем, часто, когда там парень говорит девушке, типа, Стань, ничего не хочу, она там, дорогой, я там заболела, устала, иди попей водички горячей, и все, типа, вот, не беспокой меня. И странно, что это не было, никто раньше не догадался, мы это сделали, сейчас, как большинство, кто покупает эти кружки, это китайцы у нас, мы, не знаю, штук 500 уже продали за последний год. Вот, как оказалось, тоже всем зашло, и все очень пользуются. Слушай, я уже год вот пользуюсь этой обложкой. Год, нормально. Да, вот уже год пользуюсь обложкой. Есть ребята, которые живут в Китае, да, и они говорят, что там, вот некоторые говорят, там, Лаовай это какое-то обзывательство, и вот постоянно какие-то споры, да. Я ни с кем в споры не вхожу, то есть я просто окей, и сам себе на уме. Но на тому, когда я прохожу, таможенники улыбаются и такие типа... Ну, это в хорошем смысле слова, это не насмешки. Я здесь живу достаточно долго, я знаю китайский, у меня много китайских друзей, почему-то иностранцы, некоторые решили, что это у китайцев конспирологическая теория. И спросишь китайца Лаовай плохое слово, они говорят, нет, не плохое. А в итоге иностранцы все равно доказывают, что оно плохое. Ну, то есть это лет 100 назад оно имело некий негативный оттенок, ну, такой, типа, ну, неумеха. Ну, твой Лаовай, типа, ничего не знаешь, не понимаешь, как палочками пользоваться. Сейчас это вообще достаточно дружественно, если взять там Лао отдельно и Вай. Лао — это уважительная частица, Вай — это извне, там, уважаемый человек извне. Вот так мы это трактуем. Расскажи, пожалуйста, по поводу своего проекта Laowai.me. И я знаю, что ты достаточно здесь пошумел в Китае. Вот, на каких там каналах ты давал интервью? Ну, еще шумим. Бренд, всего пока 15 SKU. Это лайфстайл бренд, товары, которые связаны с китайским языком и в неком таком шуточном, креативном варианте несут китайский язык и культуру в массы, и это, естественно, понравилось китайцам. Изначально я делал, так как есть опыт, в Laowai.me есть квинтэссенция того, что мы умеем производить, правильно выстраивать, то есть качественно и достаточно дешево свои товары. У меня есть опыт в медиа, я понимаю Китай, китайскую культуру, я могу это транслировать, как бы имею право, так сказать. И вот эта история, что иностранец приехал сюда, там, не с богатой семьи, продвигает культуру Китая, очень классно легла на китайские медиа. Жинмин Жибао, главное издание китайское, по партии с миллионным тиражом, там с Си Цзиньпином практически на странице было, там China Today, South China Morning Post на английском, самое главное, недавно гонконгское издание видео выпустило. Был на Mango TV, второе по популярности в Китае телевидение. Я задавал вопросы иностранцам, которые изучают китайский язык, я был экзаменатором их был, то есть они там наши кружки всем подарили, и рядом Huawei стоял, product placement, наверное, они там миллионы отдали, и рядом Доха Решой. Сколько нужно денег для жизни в Китае вот просто человеку, да, то есть вот, ну, базово, не шиковать, просто жить там, снимать квартиру, там, кушать. В Китае растяжимое понятие, если в Чэнду, в Сиане вам и на 6 тысяч юаней можно жить. Вот у меня официальная зарплата стоит 12 тысяч юаней. Мы все деньги бросаем в развитие и стараемся не выводить. И получается, что там появился излишек, мы там переехали в побольше офис. Мы здесь самый большой офис забрали, в маленьком сидели. Когда ты работаешь и не тусишь, 12 тысяч хватает. Я трачу 20-30 тысяч юаней. Сходить в кино, купить новую одежду, за квартиру заплатить, ну, не в самом центре города, не самую лучшую квартиру. Будут говорить многие, нет, да невозможно, здесь учителя английского на 15-20 живут, снимают еще квартиру с кем-то, но у каждого свои как бы приоритеты. Делали успешный проект, завершили, вывели как бы дивиденды, бонусы какие-то себе начислили. Естественно, я там, ну, все, что я там себе позволяю, на 12 тысяч юаней в месяц не позволю. Можно и дешевле жить. Я знаю, что люди за 7, за 8 живут. За 7-8 живут. Если особенно ты там, допустим, с мужем или там с друзьями снимаешь квартиру, и 7-8 вполне. Друзья, что нужно сделать, чтобы выиграть эту футболку? Нужно выполнить всего несколько действий. Первое, это обязательно нужно быть подписанным на наш канал. Второе, поставить лайк. Третье, нужно обязательно подписаться на Тёмин Инстаграм. Он будет в описании. И четвертое, самый важный момент. Напишите в комментариях: Laowai хочет футболку.
И мы рандомно среди тех людей, которые напишут эту фразу в комментах, разыграем эту футболку. Друзья, удачи, и я надеюсь, что эта футболка скоро станет вашей. И еще, я думаю, вот носки. Тоже даже носки. Здесь на китайском написано носки и на русском написано носки.